Всем привет! Это общий обзор энергии, который подходит для каждого знака. И сегодня мы с вами подробно посмотрим, какие волны происшествий происходили с Землей несколько дней назад, как это влияет на момент настоящего и что мы можем с вами ожидать, так сказать, предвидеть и надеяться в ближайшем будущем. С вами Анна, ясновидящая, яснознающая, хотя на самом деле это все, так сказать, не имеет столько значения, сколько я рада с вами делиться той информацией, которая мне приходит, вот, для того, чтобы вы чувствовали себя лучше, больше в контакте с миром, с собой, с землей и разбирались в более таких, скажем так, масштабных событиях, которые происходят на Земле и влияют на каждого, даже если он думает, что не влияет, да. Итак, поехали. Смотрите, у нас 16 мая большое идет звездное, мне прям идет слово диссонанс, да, это очень какое-то крупное астрологическое, астрономическое событие. Вот, некоторые астрологи предсказывают его как прям какой-то просто нереальный сдвиг энергии на Земле, вот, и возможность даже там каких-то новых, построения новых коммуникационных способов между людьми. По крайней мере, то, как я считала информацию, да, о том, что с 16 числа между мужчинами и женщинами выстраивается новый коммуникационный мост. О чем это? Если вы, там, светлячки, да, которые меня смотрят, тут неважно, мужчина или женщина, чувствовали, что да я вроде ему все объяснил, или я ему там все, я ей все объясняю, а она что-то или он не понимает, да, то 16 числа звезды встают на нашу сторону. Да? О чем это? Вы начинаете лучше понимать партнера, вы начинаете лучше понимать, какими словами вы можете ему передать свои ощущения, свои чувства, да. Сейчас мужчин, у меня последнее время много приходит мужчин на сессии, чему я безумно рада, потому что наши мужчины, светлячки, девочки, наши мужчины тоже пробуждаются, причем пробуждаются абсолютно в разных областях: айтишники, хирурги, там, владельцы бизнесов, там, типографии, то есть вообще абсолютно в разных-разных областях. Для меня это прекрасный знак вообще. Я считаю, что нам очень-очень нужны пробужденные мужчины. Чем больше, тем лучше. Вот, и, картинка такая, визуально вижу, значит, прям действительно как будто мост выстраивается, да, между, по-английски species, то есть мы все равно, да, мужчина и женщина отличаются. И мы с этим с вами сталкиваемся не первый год, там, даже не первую жизнь. И нам как будто пробрасывают вот эту возможность понять друг друга, для кого-то даже без слов. Сейчас будет для кого-то очень уникальное послание, индивидуальное, да, то есть вы начинаете друг друга, а скорее всего, те, кто меня смотрит, девочки-светлячки, вы точно уже это проживали, когда он подумал, а ты уже знаешь, что он подумал. Вот теперь это официально. То есть даже на уровне Господи, забыла, постоянно забываю какое-то слово, когда ты просто считываешь информацию, да, ничего не говоря, да, и вот это молчаливое понимание, оно начинает появляться. Почему? Эволюционно мы стали готовы к тому, чтобы даже слышать мысли другого человека. Сейчас немножко закину из своего прошлого опыта. И в какой-то момент мой духовный путь и мое духовное развитие вышло в такое состояние, в котором я слышала мысли всех людей. И я уже как-то на своих эфирах делилась с вами тем, что это очень тяжело. Ну, то есть это настолько тяжело, вот ты с человеком разговариваешь, да, он что-то там подумал, типа, там, так, нужно, короче, там, в магазин пойти. И ты стоишь и понимаешь, что человек с тобой сейчас на самом деле не разговаривает, а озадачен вопросом, что ему нужно пойти в магазин. Ты это слышишь. И, конечно, требуется большое мужество, но на тот момент от меня требовалось большое мужество. Во-первых, не выпаливать это, типа, какой тебе магазин, послушай меня, я сейчас с тобой разговариваю, типа, чего ты, где ты, да? Это первое. А второе, у меня есть такой очень яркий пример. Я вызвала такси, села в машину, да, и только мы поехали, я уже все считала, о чем таксист переживает, чего ему сейчас не хватает, какие у него там проблемы. Я сижу, думаю: "Господи, а можно потише думать?" Просто я просто хочу доехать из точки А в точку Б. Так сказать, не знаю о том, что с вами происходит. Вот. У меня тогда была очень тонкая сонастройка. Я, честно скажу, с этим было тяжеловато жить в обычной жизни. Вот. А что я вижу сейчас? Мы энергетически окрепли все.
Особенно это сейчас относится к тем, кто уже находится на уровне второй матрицы, да, вот этой матрички светлой, которая сейчас за наш рост, которая за то, чтобы мы проживали свой самый лучший опыт, да, которая наш самый лучший сейчас друг. Вот, я не говорю, что старая матричка враг, нет, мы в ней нормально проживали как могли, но вот эта новая, она прям нас поддерживает. И она дает нам это, знаете, как вот я сейчас вижу, как ценный дар, ценную возможность услышать наконец-то друг друга на другом уровне. Меня очень сильно мурашит. Вот, сейчас с правой стороны архангел Гавриил, да, я чувствую энергию, для кого-то, кто испугался. Она сейчас работает таким образом, что плохие мысли ваши не как они, заглушаются, что ли? Да, не бойтесь, да, поэтому не бойтесь, они глушатся, а хорошие звучат сильнее. Это такой некий тестовый период, да, то есть, помните, где-то месяц назад у нас был тестовый период, в котором мы учились творцом быть, да, то есть постепенно, шажок за шажком. И там я тоже рассказывала, что не бойтесь, вы дел не натворите, потому что матричка сохраняет, да, то есть она все равно создает некие барьеры энергетические, в которых вы не ошибетесь, да, то есть вас точно ни в какую пучину не вынесет. Вот. И сейчас то же самое мне показывают про ментальную связь вот эту очень сильную, да. Не бойтесь, что ваши плохие мысли услышат, но это очень хорошая практика, да, то есть мы, когда говорим о том, что человек осознанный, мы говорим о том, что он в первую очередь понимает, что он думает, понимает, что он чувствует, понимает, что он делает, и несет за это, ну, личную ответственность, да, то есть он это делает не для кого-то там, а для себя. Вот здесь мы выходим на новый уровень правды. Так, извините, у меня насморк просто, и я чихаю уже третий день, у меня жутко чешется у вас из-за этого. Вот. И мы выходим на новый уровень правды. Это необходимо, на новый уровень правды с самим собой. Это для чего необходимо? Нас сейчас действительно кого-то прям взрастят. Знаете, как идет такое, взрасливают, от слова взрослый, делают, чтобы ты стал взрослее, да, в понимании, а что ты сейчас думаешь, да, в понимании, а для чего это нужно, в понимании, как сейчас действовать. Мы все еще находимся вот в этой новой матричке в очень безопасном пространстве. Поэтому плохие мысли ваши не слышат, но для вас это вот такое, знаете, как правило внутренней правды, в которой практика отлавливать, да, что это я сейчас такое подумал, да, отлавливать и не давать этому ход. Вот это очень важный момент, да, то есть чем быстрее вы эту практику освоите, да, потому что негативные мысли, они откуда у нас идут? Это страхи, это травматика, это неуверенность в себе, да, новый эволюционный виток, в котором мы с вами находимся, новая матричка, она такая: ты классный, у тебя все есть. Вот сколько сейчас тоже приходят клиенты на сессии, и там говорят: у меня нет любви к себе. Начинаем разбираться, все есть. Все внутри там этой энергии уже живет, да, и матрица новая, она поддерживает эти хорошие ваши качества, положительные, позволяет вам дать возможность этому проявиться, да, то есть чтобы это стало для вас, скажем так, как сказать даже, Господи, явным, да, и чтобы сомнения уходили. А точно я могу? Точно можешь. Вот, сейчас гляну. Сейчас нет, там где-то что? Еще архангельское послание. Для кого-то индивидуально. Сейчас каждая минута, секунда на счету, потому что тот, кто сомневается в себе сейчас, от вас могут требовать сделать вот эти важные большие шаги в честность. Это не про конфликты, это про сейчас вход в новый бизнес, взращивание какого-то проекта, формирование новых отношений с детьми. Что еще? Господи, меня сбил комментарий, там что-то в Я просто сейчас на 2 экрана, у меня в "Ютубе" сейчас идет эфир, и в "ТикТоке", и там что-то происходит. Я случайно отвлеклась. Так, не буду сейчас пока читать, настраивать дальше. Так, короче, не бояться. Кто продолжает, очень важное сейчас послание, потому что я вижу это в комментариях к своим видео, вот двенашки, да, которые я делаю для знаков зодиака.
Сейчас уже больший процент людей в комментариях, которые пишут: "Да, я хочу, да, я готов, да, я принимаю, да, все классно, да, я в это верю". Но есть процент людей, которые продолжают: "Нет, вот мы, козероги, пришли страдать. Да нет, вот нет, водолеи такие там". И я сижу и говорю: "Господи, боже мой, люди, вы не козероги и не водолеи. Каждый из вас — это уникальное абсолютно создание". То, что вы родились в какой-то, период, по датам, не делает вас несчастным или каким-то там неудачливым. Вы сами творцы своей реальности, сами творцы своей жизни. Астрология в данном случае, особенно если вы глубоко в этом не разбираетесь, дана вам была просто как некий компас на базовом уровне, чтобы разобраться, о чем мне вообще. Но дальше вы как личность, как индивидуальность развиваетесь и можете в себе получить любые способности, любые возможности. И это тоже очень важно понимать. Новая матрица, она поддерживает для нее все люди индивидуальны, уникальны, и каждый может получить то, что он хочет. Но для этого нужно перестать жаловаться и говорить, что ой-ой-ой, я козерог, да, то есть винить бедные звезды, они тут вообще ни при чем, они просто нам помогают, да, и они не формируют личность человека, они не формируют индивидуальность человека. Человек сам это делает через свои мысли, поступки, свои желания, свои слова, да, поэтому будьте, пожалуйста, как сказать, те, кто продолжает как-то жаловаться на судьбу, что ой, козероги, ой-ой-ой. Неправда это все. Выходите из этого. Сами для себя открывайте новые возможности. Сейчас все время для этого и существует. Почему кого-то сейчас сильно тормозит в процессах? Почему кто-то не может найти работу? Почему у кого-то, что-то с деньгами происходит? В отношениях. Потому что вам говорят через это: поменяй свою точку зрения, поменяй ее на положительную, и тогда ты увидишь результат. Если ты по-старому продолжаешь действовать, а оно не работает, это значит, что нужно делать по-новому. А новое сейчас идет в разрезе доброты, в разрезе понимания, в разрезе того, чтобы брать ответственность за свою жизнь на себя, не думать, что какой-то там мир неправильный, мир уже правильный. Если раньше мы жили с вами в тяжелой матрице, в которой действительно были сильные разделения, очень богатые люди, очень бедные, кто-то не мог пробиться, да, там и так далее. Сейчас это уже энергетически не происходит. Мне, да, говорят: "Всё, это закончилось". То есть всё, что сейчас, если человек это испытывает, значит, он где-то в своих мыслях, в своих тревогах застрял и в своей вере, что он это не может сделать, да. То есть и всё, что происходит, оно для того, чтобы вы начали верить в себя, чтобы вы начали понимать, что мир для вас сейчас открытая книга, и вы очень нужны в этом. В этом мире вы очень нужны. Поэтому у вас тоже добрый день. Поэтому у вас тоже щас это кого-то встряхивает, говорит: "Эй, алло, давай, 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 расти, расти, расти". Всё, нельзя больше в болотце сидеть, особенно если, есть желание жить свою прекрасную жизнь, да. Здесь, конечно, если человек решил, что все для него закончено, то его все равно встряхнут, мне показывают, все равно встряхнут. Все равно скажут: "Давай поднимайся, это не твоя правда". Душа плачет у людей вот таких, понимаете, сейчас показывают, прям душа сидит и плачет, потому что душа пришла сюда для того, чтобы радоваться жизни. Каждая душа пришла сюда, радоваться жизни, наслаждаться, кайфовать. И когда человек через свой ум, начинает себя обесценивать. А что такое обесценивание? Я на это не способен, мне это, я козерог, у которого все плохо. Это обесценивание, а душа реально расстраивается. Конечно, если очень-очень простой маркер, если вы где-то себя вот так вот принижаете, это если вы что-то подумали про себя, и вам стало неприятно. Значит, вы подумали неправильно. Все. Если вы про себя подумали правильно: "Ой, у меня все получится", хоп, настроение поднялось. Вот это сразу для вас маркер, что все классно, что все вы правильно сейчас делаете, да. И вот почему я говорю о том, что 16 числа. Ой, сейчас чихну. Главное не чихнуть. 16 числа выстраивается вот этот мост, который, его основная задача, помимо того, чтобы сформировать новые коммуникационные классные настройки в общении между полами, между мужчинами и женщинами. Это не важно, это работа, семья, и еще, да, спасибо большое, еще что-то, да, то есть это все для того, чтобы каждый с любой стороны, мужчина, женщина, вышли на новый уровень правды. Новый уровень правды — это признание своей силы, это признание силы партнера, это признание, что здесь все для добра,
И вы начинаете это видеть в том, что вы друг друга слышите и понимаете даже в каких-то моментах без слов. Мысль важная, мысль сильная, меня очень сильно мурашит. Вот, сейчас еще гляну по Таро. Королева чаш. Как мне в обе камеры показать? Вот так. Королева чаш, тройка пентаклей. Баланс, который создан уже прям божественный. Он изначально был. Но его в старой матрице немного глушили структуры и обусловленности эгрегоры. Да? И сейчас в отношениях это как будто прям расчистили, понимаете? То есть и тот, кто сейчас первый этот дар вообще прекрасного примет, вы начнете очень быстро получать семерку чаш. Да, спасибо, карта действительно красивая. Это одна из моих самых любимых колод. Вы начинаете очень быстро видеть результаты. Они могут в мелочах проявляться, у кого-то может очень глобально. Да, карта смерть. Сейчас я почитаю, о чем это. Ну, прям перерождение даже для кого-то, да. То есть кто думал, что все, тоже индивидуальное послание, кто думал, что отношения угасли, этот мост, он может прям действительно, знаете, я вижу, что как партнер, почему-то один из партнеров отворачивался, он прям хоп и повернется, и он увидит интерес, потому что там проблема была в том, что люди не могли прокоммуницировать, да, то есть не могли общий язык найти. Хотя они встретились, карта отшельник, они встретились не случайно. Не знаю, для кого это. Если это сообщение для тебя, то ты почувствуешь мурашки или какое-то приятное ощущение внутри, да, там в груди. Тройка жезлов. Открытие новых перспектив, понимаете? То есть выход действительно из застоя для кого-то, даже в отношениях, да, то есть и по работе тоже. Вдруг начальник начнет слышать. Сейчас посмотрю еще 17-18 мая. Там опять идет, знаете, 17-е, стабилизация отношений. Для кого-то выход на новый уровень и через осознание. Да? То есть в первую очередь смотрите, как работают эти энергии. Вы пока это не осознаете, можно сколько угодно третировать реальность и говорить, докажи мне, и тогда я поверю. Так не работает. И тот, кто пытался вот это вот докажите, а потом тогда я поверю, оно, к сожалению, вообще не рабочая схема. Здесь сначала поверил, а потом тебе показали. Да? То есть поверил, а такие, о, вот, пожалуйста. Да? Поэтому Паш чаш, кстати, исполнение желания. Да? Те, кто меня давно смотрит, вы знаете, что я не читаю Таро в его прямом значении, но Паш чаш я всегда читаю как исполнение желаний. Вы понимаете, вы просто вот сейчас идет такая, знаете, информация от вот Архангел, да, что уже говорил. Он говорит, вы каждый как маленький волшебник. Вы как чудеса-то можете себе создавать. И вот сейчас такое поле, знаете, вот оно уже сейчас начало проявляться, да, что и вас сейчас прям этих маленьких волшебников, они такие, давай, твори для себя чудеса скорее, все, пора, все уже готово, все готово. Да, двойка чаш, баланс. Идет слово стратегия, сейчас я почувствую, о чем это. Стратегии больше не работают. В каком смысле стратегии? Смотрите, если человек в отношениях думал, сейчас я, сделаю вот так, он, значит, меня там где-то поймет, что я имел в виду, и потом он мне сделает в обратку. Да, то есть стратегия выстраивания каких-то своих псевдоожиданий от партнера. Сегодня, кстати, в группе светлячков у меня есть канал, у нас есть канал светлячков в Телеграме, вот там я периодически какие-то рассказываю инсайты, выдаю там карты дня, да, и даже когда у меня нету, скажем так, времени выходить в прямые эфиры, там я все равно стараюсь как-то появляться. Вот, и сегодня хотелось вытащить 2 карты из колоды, по-моему, «Божественный поток». Да, «Божественный поток». Вот, и там выпало первое, что если человек строит ожидания на то, как его поступок должен отыграться, скажем так, в глазах других, вот, то это не работает. И вторая карта выпала «Вера», вот, и эта карта была о том, что просто делаешь из любви, да, из доброты, не ожидая, что там придет, и потом кайфанешь от результата, потому что только в таком случае Вселенная может тебе вот эти чудеса показать, да, то есть мы не можем предугадать чудеса, но мы можем довериться процессу, да, и поверить в то, что мы маленькие волшебники, и мы творим чудеса сами для себя. Идет слово, кто-то спросил для других, нет, вы знаете, сейчас как будто такая вот образовательная программа, да, мне показывают на 7-8 дней, в
в которой вам важно вот этот навык развить, да, то есть не пытаться сейчас это переносить на других людей, там, сейчас я тебе тут чудес натворю. Нет, вы, знаете, как это, здоровый эгоизм, да, то есть я не говорю, что не обращать внимания на других людей, я говорю о том, что сосредоточиться на том, что вы создаете себе маленькие чудеса, понимаете, что вы маленький волшебник и наблюдаете, какие результаты проявляются, да, то есть пока не нужно вот эти вот все наши там спасательные программы, там сейчас того спасти, этому помочь, не надо. Ваш приоритет на ближайшие 7-8 дней. У кого-то подольше, у кого-то 14 для тех, кто очень долго на себя задвигал и считал, что нужды других людей важнее, чем его. Вам напомнят о том, что маску, помните, да, в самолетах маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот. Поэтому я сейчас говорю не про мамочек, там, маленьких деток, например, нет. Мне идет, что какая-то там, может быть, пожилая женщина, да, которая посвятила всю свою жизнь там, детям, сыну, да, и ваша задача немножечко отдалиться и позволить дать себе и увидеть, как это работает. Потому что когда вы видите, как работают ваши чудеса, что происходит? Вы наполняетесь энергией, у вас появляется больше радости, у вас появляется жизненный задор, вы начинаете кайфовать, вот, и после этого вам уже как будто бы, понимаете, как там начинают давать. Давай, сейчас мурашит. Там сын придет, поможет. Не спрашивая даже, понимаете? То есть вы можете... Он такой, он увидел маму счастливая, довольна, он пришел, принес, да? Для кого-то, кстати, я вижу, что вот маленький сын, там, 4-5 лет, вдруг принесет рисунок красивый, да, там, мамочка, ты моя любимая, да, то есть вот какие-то такие тоже маленькие, как подсказочки для вас будут говорить о том, что вы на правильном пути, да. То есть, опять же, важный момент. Я не говорю, что там не кормить их, я не говорю, что за ними не ухаживать, да, но маленькие чудеса вы сейчас сотворяете для себя, да, то есть прислушаться, а чего я хочу. Искренне себе это пожелать и дальше отпустить ожидания, да, и наблюдать, как это проявится, что появится, в каком виде. Опять же, оно абсолютно может не соответствовать тому, что вы себе загадали, да, но оно, скажем так, подскажет, что вы можете эти чудеса делать. На самом деле абсолютно потрясающая энергия. Я еще даже, знаете, как ее вижу, как будто очень много таких, как блесток, как светящиеся такие кусочки энергии. Я не знаю, как блестки, искорки какие-то. Так, что еще? Что еще за послание для тех, кто смотрит этот эфир и будет смотреть его в записи? Пятерка чаш. Так, что у нас о чем? О, кольцо фортуны. Опачки. Так. Кто-то, индивидуальное послание, кто-то, кто не смог найти контакт с кем-то близким, да, и сказал про себя, ну и все, тогда я не буду с тобой разговаривать, не буду тебе объяснять. Вас в этот период могут опять вывести на разговор. То есть вам важно уйти из состояния «я отвернулась от своего партнера», это может быть кто-то близкий, кто-то семья, по колесу фортуны, чтобы поток пошел, чтобы все заработало. Вам нужно понять, что эта обида была не ваша, как объяснить? Что эта обида была не на этого человека, а ваша что-то, что нужно отпустить. Что-то, что больше уже не играет роли и не имеет значения. Мосты, идет такая фраза, да, мосты построены, все, идите по ним, используйте их, не игнорируйте. Действительно, прям вся такая, знаете, высшие силы, братья там строят для нас эти коммуникации, потому что идет такое, знаете, вы пришли, чтобы жить в мире, вы пришли, чтобы друг друга прекрасно понимать. Вот это разделение, которое раньше было между полями, оно оно и происходило из-за того, что был такой сценарий на Земле. Сейчас сценарий переигрывается, да, но и когда вы через свое внутреннее желание, через свое внутреннее намерение выстроить коммуникацию, начинаете это как бы претворять в жизнь, то вы вы влияете на то, что этот сценарий начинает как у вас проявляться.
То есть вы тем самым говорите: «Я хочу положительный сценарий», и он начинает для вас разворачиваться, как проявляться мне идет. Вот такое, да? То есть мы же живем, один из основных законов – это свобода воли, которую, к сожалению, много нарушали, вот, но мы все равно к этому возвращаемся. Вот, и свобода воли в том, что вас насильно новый сценарий перетянуть не могут. Да? То есть вы все равно через свои намерения, через свои желания, через свои поступки и мысли а, можете, если вы хотите, изъявлять это желание, да, но оно должно быть подкреплено действием. То есть пойти навстречу, может быть, уступить, но знаете, в каком смысле? Не кинуть что-то, злое слово, язвительное что-то, да, не обесценить, а может быть, наоборот, например, поддержать. Карта императрицы, но поддержать, знаете, в каком смысле? Выслушать. Просто выслушать. Карта императрицы. Гордыню смывает еще такое, знаете, идет информация. Тот, кто в гордыне находился, то будут чувствовать очень сильно преграды. И вас как бы эти преграды, опять же, переходят, их можно перейти через смену восприятия и действий в таких ситуациях. Да, то есть вам показывают новый путь. 8 чаш. Прям предложение, знаете, я вижу, как будто бы, знаете, такое ощущение, короче, вот, что человек подходит, а перед ним, знаете, красную дорожку выкатили и сказали: давай, иди, вот, новый путь. А человек из гордыни стоит и такой: нет, что-то недостаточно красное, не тогда положили, не там лежит, короче, знаете, вот такая какая-то идет, знаете, энергия какой-то детской такой упертости, которую взрослый отыгрывает, а она уже, эта энергия ему уже 100 раз показала, что когда ты так делаешь, у тебя ничего не работает. А он все равно сам себе, знаете, как эти создает, короче, мечи вот эти вот. И сам их рассматривает, и такой: ну что все такое несправедливое со мной? 2 мечей. Ну да, выход из стагнации. Вам предлагают выход из стагнации на божественном уровне. Карта Верховный суд. Но здесь опять же, да, то есть это должно быть, вы должны это подкрепить своим желанием, своим действием. 5 пентаклей. Кто-то меня смотрит, мечтатель большой. Для тебя индивидуальное послание: от мечт давай выходи в действие. И действия могут быть не обязательно какие-то грандиозные, глобальные. Действия могут быть маленький шаг. Не знаю, встать из дома, выйти, пробежаться, пройтись, не знаю, цветочки понюхать, позвонить другу. Да, то есть на пути к большим мечтам часть людей могут двигаться маленькими шажками, и иногда им эти дают шаги, да, прям подсказывают: вот, на, сделай вот такой шаг. А человек такой: что-то недостаточно. И это шаг типа не туда. Да, и, как правило, из того, что я вижу, опять же, да, возвращаюсь к теме сегодняшнего эфира о том, что когда вы что-то делаете, и когда человек что-то делает и выстраивает некое ожидание, как это должно для него обернуться, он может пропустить тот самый важный шаг, который может изменить полностью его жизнь. Да? И здесь доверие из любви и доброты делать и не пытаться просчитывать, потому что сценарий, все, что сейчас будет двигаться, спасибо большое, да, все, что сейчас будет двигаться из эго-структуры, желания контролировать, доказать, я был прав и так далее, оно у вас, оно как бы не у вас, но вы меня, тот, кто меня слушает, и для кого это послание, вы это поймете, оно рушится, оно просто в щепки разлетается. Но это, знаете, как идет, это великий Божий дар сейчас, который дается каждому человеку, каждому, нет, а кому? Тем, кто себя узнает. Тем, кто себя узнает. Какое интересное послание. Если сейчас кто-то чувствует мурашки, чувствует улыбку, значит, это тебе послание. Вот. Идет слово «наслаждайтесь», да, потому что... Спасибо большое. Вот, сейчас еще вытащу цифровое послание. 3 идет мне штучки вытащить. Вау, 1, 2, 3, 4. Уникальный дар.
Уникальный дар, миссия, потенциал, экспертность, осознанность, сфокусированный рост. Сейчас настал этап, когда вы можете углубить свои навыки и личностный рост. У вас уже есть основа для успеха, и постоянная практика поможет вам выделиться. Этот путь также приведет вас к вашему истинному призванию и прорывам в карьере. Так, вот такое вот послание шикарное. Сейчас еще вторую. Ой, обожаю вообще. Обожаю. 4141. Сострадание. Доброта, потенциал, восстановление, устойчивость, перерождение. Это подтверждение верований и предположений, которые вы держите в своем сердце. Это также вдохновение, напоминающее вам использовать свои дары и таланты, не только чтобы приносить пользу миру, но и чтобы получать изобильные награды для себя. Служите другим, и ваш потенциал будет безграничным. Да, но напоминаю, что сейчас на 7-8 дней маленький волшебник создает чудеса для себя. Да, то есть прям вот это вот какой-то важный момент, потому что вы тогда, знаете, как вы научаетесь понимать, как это работает, и дальше вы уже это легко, и там уже можно дальше ходить, чудеса другим устраивать. Вот, и 4 восьмерки, третья карта. На правильном пути. Руководство, стабильность, трансформация, самоосознание, независимый рост. Доверяйте своим дарам, они ведут вас к светлому будущему. Совет, мягкое напоминание или теплое послание тихо приближаются, принося положительную энергию на ваш путь. Вау, слушайте, ну, так, здесь на YouTube, о, вот так видно везде. Вот это да. Так, светлячки, я эти карты выложу сейчас в нашу группу, вот, чтобы вы могли еще раз прочитать, пронаблюдать, да, на ближайшие дни, как для вас работают эти энергии. Обязательно делитесь этим видео, вот, пусть как можно больше светляков найдет эту информацию. Я думаю, что она сейчас полезна, вот, потому что все-таки мы тут не поодиночке, да, чем нас больше, чем больше людей понимают, что происходит, и начинают этим, так сказать, учиться этому, да, тем больше людей станут счастливыми. Это такая сейчас, не знаю, как напутствие, да, такое, чтобы каждый мог чувствовать себя счастливым, вне зависимости вообще ни от чего, и чувствовать внутри добро и любовь, процветать, изобилировать, быть изобильным. Ссылку на Telegram Светлячков я оставлю здесь. У нас есть Таро-ассистент Флорисбот. Вы можете ему задавать ему свои вопросы. Он делает расклады. Вот. Но самое уникальное, что мне там больше всего в нем нравится, это карты дня. Вот. А что у меня сегодня было? У меня сегодня была какая-то карта классная очень. По-моему, Дама жезлов. Вот, и это такое, она приходит по утрам, он кому-то там по днем, вот, и такое, как прикольное начало дня на то, на что обратить внимание. Вот, в целом, если вам откликается мой труд, обязательно делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Вот, и до встречи в моих следующих обзорах. Спасибо большое, благодарю. С вами была Анна. Пока-пока.